Доказательство: у моих родителей сейчас пенсия 1100 евро, проработав в Германии всю жизнь, у обоих. 60% состояния всей земли — это недвижимость. Не купи и молись, а купи и забудь. Сначала я прописал для себя, какие все риски есть. Основной риск — это, в общем-то, житель. Банк же забирает не только квартиру, он же забирает все. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Очень рада, что мы сегодня нашли время поделиться с нашими зрителями, подписчиками, как же все-таки вам удалось создать так называемый беззаботный концепт. И прежде чем мы перейдем в детали, могли бы пару слов сказать вообще, откуда пришла идея, что вас мотивировало создать эту машину, под которым скрывается беззаботный концепт для клиентов? Ну, вообще, это, конечно, сравнительно долгий путь. Идея вообще возникла 33 года назад. Я как типичный юный студент, тогда даже еще гимназиаст, искал возможности заработка, ну и попал на семинар одной компании, которая предлагала консультацию по частному пенсионному страхованию, можно так сказать. Вот. Я послушал и для себя понял уже в 20 лет, что очень-очень важно заботиться о себе на перспективу, потому что о тебе никто не позаботится. Конечно, есть родители, которые до какого-то момента жизни могут о нас заботиться, о детях, но потом самому надо. И когда в той компании мне показали, как просчитывается дотации или, скажем, пособия, которые люди получают, когда перестают в Германии работать, то я заметил, что это, в общем-то, грубо говоря, половина от того, что я зарабатываю. И человек, который зарабатывает, скажем, там в то время 3000 марок, прекращая работать, получал бы 1500, независимо это, стал безработный, попал на социальную помощь, или же доработал до заслуженного отдыха, то все время надо отказаться от половины дохода. Ну, то это очень-очень-то опасно, да, игнорировать вообще этот факт, потому что он у каждого человека произойдет рано или поздно. У кого-то это может быть раньше, потому что не сможет работать по состоянию здоровья, а кто, скажем, нормально доработает, все равно у него только половина. Вот доказательство: у моих родителей сейчас пенсия 1100 евро, проработав в Германии всю жизнь, у обоих, причем с высшим образованием. Это, конечно, печально. И это я для себя осознал и понял еще 33 года назад, когда мне было 20 лет, мне сейчас 53. Но я посвятил сначала всю свою жизнь образованию в этом направлении, разные финансовые направления изучал. И в 2004 году, уже проработав тогда 11 лет, я пришел к решению, что для среднего обывателя ничего лучшего не бывает, как выкупить недвижимость. Большинство людей, наверное, 90% прибегает к формату, что купи и живи. Это самая дорогая Ну, форма тоже инвестиции. нужные, Да, да. да, это нужно. Здесь надо сравнивать это просто с люксусом. Это просто определенный стиль жизни. Да, это, конечно, гораздо интереснее жить в своем доме, чем там, может быть, в квартире на 7 этаже. Вот. Я себе не могу представить сегодня жить в квартире. Уже такое даже простое мысль, что мне надо искать парковку, меня она уже убивает. Да, вот это. Поэтому, ну, я человек, как говорится, почти сельский, можно сказать, пригородный. Вот. Это одно. Но самое интересное и выгодное, и надежное, на мой вид, вклада для людей, которые не имеют какого-то сверхвысокого финансового образования, каких-то сверхспособностей и так далее, это все-таки купить недвижимость и сдать ее в аренду. Вот. Как идея это все уникально, просто и хорошо, потому что 60% состояния всей Земли — это недвижимость. Вот представьте, несмотря на все искусственный интеллект, акции, фирмы, все, что бы на земном шаре не было, 60% это недвижимость. И большинство этой недвижимости — это арендная. Это значит, кто-то за эту недвижимость платит, а кто-то получает. Ну и, конечно, каждый должен себе решить, на какой стороне я хочу находиться. И поэтому я так подумал, ну, недвижимость, квартира в аренду — это очень хорошее. Но дело в том, что, как правило, у людей нет собственных средств, их надо взять в кредит. И тут получается очень-очень такая опасная ситуация. Человек берет себе ипотеку, раньше в России говорили суду, да, ипотеку берет, и за эту ипотеку надо платить. То, что за нее платить надо, это 100%, а вот буду ли я что-то получать, это, как говорится, как получится. И вот это было для меня, скажем, такой основной момент, как же сделать так, чтобы мой клиент купил недвижимость в кредит
и не рисковал своим состоянием. Потому что на самом деле, если не сработает, то человек, банк же забирает не только квартиру, он же забирает все. Да? Вот, хоть и только квартира в залог, но это первое, что он заберет. Но если этого не хватит по какой-либо причине, цены за квартиру, то он начинает искать денежки и везде. И таким образом тогда люди банкротятся, если не смогут это погасить как-то с собственных средств. И это меня пугало, вообще этот концепт интегрировать, потому что у меня знакомые уже до меня там год, два, три этим занимались. Говорю, ну посмотри, зачем ты в той отрасли, когда гораздо интереснее для клиентов с недвижимостью. И я не принимал решение все-таки это как продукт взять. И потом в 2004 году я попробовал, обратился там с одним банком, пообщался, они мне дали от себя один проект на реализацию. Ну, объяснили, что у нас там все хорошо, все классненько. Ну и, к сожалению, получилось так, что все, что там наобещали, ничего не выполнилось. А мы продали свыше 30 квартир тогда как фирма под капиталовложение. И тут я понял, как важно все-таки иметь компанию, которая на самом деле не просто обещает, не просто маклера денежки получили и убежали, и больше до него не дозвонишься, а здесь именно клиента это надо сопровождать до последнего дня, пока он не рассчитается. Вот. И мне пришлось вот этот объект тогда перенять, и тогда родилась вообще идея ДФК, вот этого концепта безопасности, где мы продумали, сначала я прописал для себя, какие все риски есть. Основной риск — это, в общем-то, житель. Недвижимость, да, как там где-то дом там треснул, то все это, скажем, это все контролируемые риски. Они предсказуемые риски, на них можно какие-то запасы там маленькие сделать. А вот поведение моего арендатора — это настолько непредсказуемое. Вот у нас, например, один пример есть из окружения. Люди взяли, там пара съехалась, один из своих, два дома у каждого по дому были, один дом сдали в аренду. Молодая, хорошая, идеальная семья, сдали дом. Через полгода приезжают посмотреть. Усадьба вся неухоженная, все сгоревшее, все высохшее. Она заходит в дом и видит, что у нее даже дверь выломанная. В зале. Дом новый. Они поругались, развелись. Она с дома съехала, он запил. И просто за полгода руинировал весь дом. Новострой. Вот. Это, конечно, шок. Это же, конечно, шок для людей вот такое вот. А было полгода все прекрасно, все идеально. Таким образом, судьбы, которые бывают у людей, они так могут выбить, да, или смерть, или что-либо, что мы только не встречали за наши 20 лет уже работы. У нас, есть случаи, люди умирают в квартире. И вот, и вот представьте, эту квартиру, во-первых, это надо все потом дезинфицировать, а если в доме был мертвый человек, то вы его не можете сдать в аренду. Это на удаление запаха надо месяца, сбивается штукатурка, все. Это просто такие процессы. И люди могут от таких просто обанкротиться. Да? И вот эти вот риски, я могу перечислять 2 часа, эти все риски, какие только могут быть. Мы считаем, что мы как компания их перенимаем, потому что чем больше квартир у нас в обслуживании, тем реже сам процент, что вероятно, что это произойдет. Если там, скажем, 2-3 раза в год у нас при 4000 квартир происходит, но это мелочи, это незаметно даже в общем. Да, и таким образом большим количеством клиентов, большим количеством недвижимости, которую мы в управлении имеем, мы вот эти риски минимизируем, или они как бы так распределяются на большое количество, как любая страховая компания действует. И таким образом мы можем людям предоставить концепт, который выглядит очень просто следующим образом. Купи и забудь. Да? Не купи и молись, а купи и забудь. Это значит, человек купил у нас квартиру, сдал нам ее в аренду. Все. Мы ее сдаем дальше, но это уже взаимоотношения между с потребителем конечным, это лежат на нас. Вот. И таким образом человек себя чувствует на самом деле инвестором, а не, скажем, тот, который вот ищет себе клиентов, с ними договаривается и так далее, и так далее.